Всем привет, дорогие друзья! Как вы уже поняли, сегодня у нас на обучении один из самых грандиозных карточных флоришей. И этот флориш непременно стоит того, чтобы вы обратили на него свое внимание. Ну и для того, чтобы вам сэкономить ваше драгоценное время на его освоение, я специально подготовил для вас обучение, которое, как я надеюсь, упростит вам этот процесс. Итак, приступим к обучению. В первую очередь я хочу сказать, что это очень легендарный флориш. А легендарный он потому, что наверняка многие из вас видели видео на канале Виртуоза о картах SS16. То есть это, пожалуй, самое популярное видео на эту тематику. И как раз таки в этом видео у Виртуоза был флориш, вот этот треугольник, его исполнял Кевин Хо. И когда я впервые его увидел, я сразу думаю, ну вот мне точно надо его выучить. И каждый раз я перематывал видео, смотрел, как он его делает. На тот момент не было ничего, обучения никаких, ничего не было. И каждый раз я смотрел, как он делает, пробовал делать это по-разному. Поставить сюда палец, сюда, сделать так, сяк. И методом проб и ошибок я, в общем, выяснил, как его делать. И вот сейчас вам расскажу в этом обучении. Поэтому я могу вам смело сказать, что это очень уникальная информация. В том плане, что я вам уже все расскажу готовое. Сразу уже как все делается, и вам уже не надо будет ничего думать самим и пробовать. Первое, что вам нужно уметь делать, это пружинку и Шарли Кат. Если вы это умеете делать, то вам будет немного полегче делать, учить этот флориш, но это не гарантирует, что вы его прям сразу выучите. Вы начинаете делать пружинку. Хват у вас вот такой, безымянный тут, средний указательный тоже вот сверху, а большой палец вот тут на углу. Вот такое положение, и начинайте делать пружинку, обыкновенную пружинку, таким образом, чтобы все пальцы, они у вас были, обхватывали колоду. То есть указательный сверху, мизинец снизу, безымянный средний на левой грани, а большой справа. Чтобы колода, она у вас никуда не могла вырваться, чтобы вы ее крепко контролировали. И вам ее надо делать таким образом, чтобы она у вас длилась долго. Не вот так быстро и все, а именно долго. Пролистывайте, и в определенный момент, как у вас вот приблизительно вот столько карт уже упадут, может чуть-чуть поменьше, вы подставляете большой палец вот сюда, на серединку, то есть просто вот сюда, и тем самым у вас вот останавливаются карты. Большой палец их останавливает. Сделали и остановили чуть-чуть карты. И уже это положение, когда вы можете сделать Шарли Кат. Далее вы просто налистываете, и потом делаете обыкновенный Шарли Кат, только не закрывайте его, чтобы вот эта стопочка, она у вас лежала на большом пальце. И также продолжайте делать пружинку, и вот последние карты, они у вас просто накладываются вот сюда. И потом вы захватываете большим пальцем, и у вас получается треугольник. Делайте, подставили большой палец и пролистывайте дальше. Давайте повторим еще раз. Делайте пружинку. Все пальцы у вас ее обхватывают. Потом, как вы налистали вот примерно столько карт, большой палец выдвигаете. Карты, когда у вас чуть-чуть налистались, вот столько примерно, вы уже делаете Шарли Кат. Указательным пальцем поднимаете. И оставшуюся вот эту стопочку просто сюда накладываете. И получается то, что эта стопочка, она у вас просто уже завершает треугольник. Вот. И вы получили треугольник, в конце вы просто его закрываете. Если вам понравилось это видео, то кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи, всем пока!